Экстренные меры безопасности в Москве. Путин взят под усиленную охрану. Предотвращение покушения на лидера Кремля. Путина предали. Ряд резких заявлений из Москвы. Отказ исполнить приказ. Официальное заявление МИД. Китай и КНДР бросают вызов Западу. Обращение Си Цзиньпина и Ким Чен Ына. Первая встреча за 7 лет. Удар по депутатским кошелькам. Парламент урезает зарплаты слуг народа. Насколько? Новый посредник для Киева и Москвы. США делают ставку на церковь. Детали. Масштабные взрывы в России. Операция экстренных служб в Санкт-Петербурге и не только. Удар по технике ВСУ силами НАТО. Срочный приказ остановить удары. Военные решили сложить оружие, но есть нюанс. Президент ищет виновных, а семья Макаревичей попала под иранский обстрел. Обо всем этом в выпуске досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. 9 июня на календаре. Спасибо, что ищете и находите выпуски вручную. Спасибо, что смотрите меня, имея подписку на канал. Ну и чтобы новости доходили до вас без перебоев, подключайте еще и Sirius VPN. 3 конфигурации, одна всегда работает, все устройства от телефона до роутера. Для новых пользователей скидка 90% на тестовый период. Ссылка в описании. И я начинаю. Око за око. Эффект бумеранга сработал. В Украине обсуждают детали громкого дела. Новые подробности. Сотрудник ТЦК, которого в СИЗО другие заключенные заставляли приносить им тапки в зубах, при этом озвучивая команды «Апорт», попал за решетку, потому что сам отдавал подобные приказы, но не в СИЗО, а в военкомате и мобилизованным. Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Там пока уточняют, что все это предварительные данные расследования и видео все еще изучается. Однако при этом ГБР публикует детали, что сотрудника ТЦК настигла участь мобилизованных, над которыми он издевался, ведь попал в изолятор по статье «Пытки и незаконное лишение свободы», а еще «Похищение человека». Вместе с тем, никакие обстоятельства, обвинения или личное отношение к подозреваемому не могут быть оправданием для унижения человеческого достоинства, насилия или самосуда. Ответственность за любые правонарушения должна наступать исключительно в рамках закона и по решению суда. Удар по депутатским кошелькам. Народные избранники теперь будут недополучать 40% от прежней зарплаты. Ее просто урезали. Венгерский парламент единогласно поддержал резкое сокращение выплат слугам народа и урезание государственного финансирования парламентских фракций. За закон проголосовали 189 депутатов, без единого голоса против и даже без воздержавшихся. Реформу предложила партия премьер-министра Петера Мадера, которая обещала после выборов покончить с чрезмерными расходами на политику. И если раньше депутат парламента Венгрии получал больше 2 миллионов форинтов в месяц, примерно $6200 до вычета налогов, то теперь будет получать около $3700. Власти называют это частью масштабной кампании по сокращению государственных расходов и привилегий политического класса. Армению ждет раскол, так считает Москва, которая резко отреагировала на победу партии Пашиняна на парламентских выборах. В МИД РФ заявили, что голосование прошло в атмосфере репрессий и преследований, под которые, по мнению Кремля, попала даже почитаемая в стране армянская апостольская церковь. Захарова подчеркнула, что давление, по ее словам, было направлено именно против сторонников союза с Россией, ЕАЭС и ОДКБ, а также против армянской апостольской церкви. В МИДе считают, далее цитата, «в армянском обществе очевиден широкий запрос на поступательное развитие российско-армянских связей, дальнейшее пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах, приносящие армянскому народу осязаемые большие блага». Конец цитаты. Москва решила предупредить Ереван, если Армения продолжит курс на ЕС, игнорируя мнение части общества, в стране может начаться раскол и социально-экономические потрясения. Трамп нашел посредника для Путина и Зеленского. Стороны может помирить и примирить вера. Президент США делает ставку на церковь, пишет Ynet. По данным источников издания, Трамп намерен привлечь патриарха Иерусалимского Феофила III в качестве посредника между Россией и Украиной для достижения прекращения огня. Идею обсуждали на 40-минутной встрече в Белом доме на прошлой неделе. Предполагается, что патриарх может помочь наладить прямой канал связи между Москвой и Киевом. В Вашингтоне считают, что священнослужитель пользуется доверием обеих сторон благодаря своему авторитету
в православном мире и опыту участия в дипломатических и гуманитарных миссиях. В окружении Феофила III считают, что таким образом Трамп стремится добиться прорыва хотя бы по одному из крупнейших мировых конфликтов, а успех на украинском направлении может изменить стратегические приоритеты США и в других регионах. Те же источники сообщили, что уже в конце этого месяца патриарх должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках этой инициативы. По их словам, его главное преимущество заключается в том, что он является не политической фигурой, обладающей религиозным и моральным авторитетом. Удар НАТО по технике ВСУ. Все необходимые решения от обнаружения цели до ее уничтожения были приняты в течение 60 минут, заявили в НАТО. Речь о ЧП, которое произошло накануне в небе Латвии. В воздушное пространство страны со стороны России снова залетел дрон. На этот раз истребители Североатлантического альянса сбили цель. Происхождение БПЛА еще предстоит установить, заявили накануне в Минобороны Латвии. Но все происходит на фоне недавних залетов украинских БПЛА вследствие, как заявлялось, работы российской РЭП. После инцидента военные прочесывали район Берзгале в поисках обломков беспилотника. Удалось их найти или нет, ведомство пока не сообщало. В свою очередь, латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс похвалил скорость реакции НАТО, но признал, что сбивать дешевые беспилотники дорогими авиационными ракетами – это расточительство. Поэтому Рига намерена делать ставку на украинские технологии ПВО против дронов. По словам министра, именно Украина сегодня обладает лучшими в мире возможностями по обнаружению и уничтожению беспилотников. Сбивать дроны с помощью военного истребителя – крайне нерациональный способ. Стоимость ракет и все сопутствующие расходы делают такой подход неэффективным в перспективе. Очень хорошо, что у нас есть такие возможности, и мы показываем, что они работают как в Эстонии, так и в Латвии. Но в дальнейшем это не тот путь, по которому следует двигаться. Спецслужбы подняты по тревоге. Масштабный взрыв в Санкт-Петербурге. Пострадавшие, погибшие, задержка поездов и черный дым над городом. Взлетел на воздух один из ангаров, где хранятся химические реагенты. Как утверждают местные СМИ, машиностроительного завода «Арсенал». В настоящее время завод является одним из ключевых производителей артиллерийского вооружения и ракетных пусковых комплексов для военно-морского флота РФ. Что стало причиной такого масштабного взрыва, пока неизвестно. При этом еще один масштабный взрыв произошел в другой части России, под Белгородом. Граждан РФ срочно вывозят. Власти начали эвакуацию села Беловское Белгородского округа из-за взрыва склада с боеприпасами, уточняет белгородское издание «Пепел». Авторы пишут, что район засыпало не разорвавшимися боеприпасами, в огородах и на тротуарах лежат противопехотные мины и другие боеприпасы. 5 человек считаются пострадавшими. Европа готовится перехватить инициативу у США в переговорах с Путиным. В Берлине заявили, что Франция, Германия, Великобритания и Украина готовы взять на себя ведущую роль в мирном процессе, который до сих пор в основном вел Вашингтон. Об этом говорится в официальном обращении Берлина, которое цитирует издание «Политика». Еще одним новым моментом является то, что мы подхватываем и продолжаем переговорный процесс, который в основном вели США. Мы делаем это в тесной координации с Соединенными Штатами Америки. Издание при этом задается вопросом, который звучит и в Европе. Готов ли Путин вообще садиться за стол переговоров с Европой, которую Москва до сих пор старалась держать подальше от прямого диалога? Путин при этом, напомню, на ПМЭФ заявлял, что Москва готова говорить, но Европа должна звонить в Москву первой. Он вновь напоминал, что Шрёдер, который является его другом, идеально бы подошел для переговоров, потому что, как заявлял Путин, ему можно доверять как государственному деятелю. Лавров при этом накануне сделал ряд громких и уже цитируемых заявлений. «Россия готова к переговорам без жульничества». Это была цитата. Он также обвинил Европу в поддержке Украины и намекает на предательство Путина со стороны США. Те не выполняют условий, о которых договорились на Аляске в Анкоридже. Сам же Зеленский, по словам Лаврова, отказывается исполнять приказ Путина о выводе войск, что глава российского МИДа характеризует, равно как и письмо Зеленского Путину, как нежелание Украины договариваться, несмотря на постоянное обращение Банковой к Кремлю о личной встрече. Но нас, безусловно, тревожит заявление, причем государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в Конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину.
То же самое сказала и небезызвестная Кая Каллас, и целый ряд других деятелей из Европейского Союза. Экстренные меры безопасности в Москве. Кремль готовится к возможному покушению на Путина. В российской столице в срочном порядке была отключена специальная система наблюдения, которая отвечает за безопасность, в том числе российского президента. Событие временное, но для усиления охраны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в российских спецслужбах. По данным издания, чрезвычайные меры и усиленный контроль и охрана над Путиным была введена после операции Израиля против руководства Ирана. Там, напомню, разведка использовала искусственный интеллект для анализа миллионов часов видео с дорожных камер и смогла вычислить место и время встречи высших иранских чиновников, в том числе Али Хаменеи, и нанести удар. Российские спецслужбы, как говорится в материале, временно отключили систему наблюдения и начали проверять на возможные уязвимости. Инженерам поставили задачу максимально изолировать ее от внешнего доступа. Financial Times напоминает, современные системы ИИ уже умеют искать не только лица и номера машин, они анализируют поведение, например, могут найти человека, который несколько раз менял одежду за день, вычислить охрану конкретного чиновника или отследить подозрительные маршруты автомобилей среди миллионов часов видеозаписей. На Западе такие технологии называют настоящим прорывом в разведке. Теперь спецслужбы могут искать не объекты, а модели поведения людей. Издание уточняет, что Песков отказался от комментариев о режиме усиленной охраны Путина. При этом российские спецслужбы опасаются, что камеры наблюдения могут превратиться из инструмента контроля в инструмент охоты. К тому же в Москве таких камер около 300 тысяч. И некоторые, вероятно, подконтрольны Киеву. Цитирую. У России уже были серьезные опасения за личную безопасность Путина, особенно из-за риска со стороны украинских спецслужб, которые проникли в системы дорожных камер России и использовали данные о местоположении мобильных телефонов для помощи в убийствах высокопоставленных российских военных чиновников в центре Москвы. Несмотря на российские меры предосторожности, один независимый украинский хакер сообщил Financial Times, что камеры в Москве и даже вокруг Кремля все еще работают и регулярно взламываются. Срочный приказ остановить удары, полное прекращение боев на линии фронта. Правительством отдан приказ. После серии ударов Иран и Израиль заявили о прекращении огня. Иранские медиа опубликовали заявление, что военные готовы в любой момент взяться за оружие, но пока его складывают. Однако речь не о поражении, а о временной деэскалации. Дальше фрагмент заявления, опубликованный иранским изданием «Тасним». На этом основании объявляется приостановка операций вооруженных сил, однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии и злодейских действий, в том числе на юге Ливана, последуют гораздо более жесткие и сокрушительные меры, чем прежде. Израиль также включает паузу, удары по Ирану прекращаются после сигнала из Вашингтона. По данным Рейтер, ДПА и ряда других СМИ, такое решение приняли премьер-министр Нетаньяху и узкий круг министров после обращения Трампа. Спорным моментом остается Ливан и удары по Хизбалле. Нетаньяху уверяет, пока огонь прекращен. В данный момент огонь на этом фронте сдерживается, потому что после того, как мы ударили по террористическому режиму в Тегеране, он прекратил атаковать нас. Если террористический режим совершит ошибку и возобновит атаки против нас, мы ответим с большой силой. Потому что у Израиля есть полное право на самооборону, и мы реализуем это право в той мере, в какой это необходимо. Тем временем премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что переговоры между США и Ираном приближаются к результату. По его словам, стороны могут достичь своей конечной цели уже в ближайшее время. Он также призвал участников конфликта проявить максимальную сдержанность. А Трамп написал о войне следующее. Обе стороны, Израиль и Иран, стремятся к немедленному прекращению огня. Заключительные переговоры о мире продолжаются, если только невежество или глупость не встанут на пути. Блокада останется в силе и будет действовать в полном объеме до достижения окончательного соглашения. Все должно двигаться быстро. Китай и КНДР бросают вызов Западу. На редком саммите в Пхеньяне председатель КНР заявил, что поддержка Ким Чен Ына и защита общих интересов Китая и КНДР не изменятся ни при каких международных обстоятельствах. Си Цзиньпин призвал укреплять стратегический союз, совместно защищать суверенитет и противостоять гегемонии и попыткам возрождения милитаризма.
Визит Си в Северную Корею стал первым за 7 лет. Китайский лидер прибыл с двухдневной поездкой в сопровождении супруги, министра обороны, главы МИД и других высокопоставленных чиновников. В Пхеньяне его лично прямо у трапа самолета встретил Ким. В честь вип-гостя на главной площади Пхеньяна установили огромные портреты Кима и Си. Лидеров приветствовала ликующая толпа с флагами двух стран, цветами и воздушными шарами. В ходе двусторонних переговоров Си заявил, что отношения стран находятся на новой исторической отправной точке и призвал расширять сотрудничество в дипломатии, военной сфере, торговле, сельском хозяйстве, технологиях и строительстве. Китайский лидер также выступил с жестким антизападным посланием, призвав КНДР противостоять гегемонии и авторитаризму. В комментариях с западным СМИ эксперты отмечают, что Пекин по-прежнему рассматривает Пхеньян как стратегический актив, а Китай, КНДР, Россия и Иран объединяет стремление ослабить влияние США и их союза. Семья Макаревичей ликвидирует последствия ракетного удара. В Израиле под иранский обстрел попал российский музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич и его семья. В ночь на 8 июня обломки ракеты упали на дом музыканта в деревне Керем-Махараль под Хайфой. Макаревич написал в соцсети, что в доме повреждены окна, рамы, крыша, и опубликовал снимки после обстрела. В момент удара артиста, его жены и ребенка дома не было. Его супруга Эйнат Кляйн рассказала, что когда началась воздушная тревога, они как раз возвращались домой. Пережидать атаку пришлось просто посреди дороги, и, по словам Эйнат, они пролежали на обочине минут 40, а потом добирались до дома мелкими перебежками. Повторюсь, вчера был отличный день, потому что, несмотря на разрушение, 3 точки возгорания и еще бог знает что, все целы, живы и даже не особо напуганы. А ведь события могли развиваться по совершенно другому сценарию. И писала бы я сейчас совершенно другой пост, если бы вообще могла писать. Взрыв в Узбекистане. МЧС страны сообщает о 6 погибших. Еще 5 человек госпитализированы. Трагедия произошла накануне в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана. Мощный взрыв прогремел на газовой АЗС, после чего начался пожар. Почти час спасатели тушили огонь. По информации МЧС, пожар уничтожил 4 автомобиля и повредил 2 подземных топливных резервуара. Президент Шавкат Мирзиёев ищет виновных. По его поручению создана правительственная комиссия, которая должна выяснить причины ЧП и разработать меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если оставите свой лайк, комментарий, сделаете репост и подпишитесь на канал. До встречи уже завтра.